Когда-то люди называли себя огнепоклонниками. Они считали, что Бог – это вселенский огонь, энергия. Дорогие друзья, энергия и сила огня настолько важна, что в ритуалах ведьм практически всегда присутствует огонь в виде свечей, ибо свечи есть источник огня. Ну или иной другой источник, но в любом случае огонь. Если землю, воду, соль и прочие ингредиенты мы берем время от времени в разных ритуалах, то огонь присутствует всегда. Огонь питает души. С языческих времен мертвым приносили энергию огня. Отсюда и традиция зажигать свечи на кладбище, на могилах. Той душе, которая там находится, ее пропитать силой огня, энергией огня. Потому что огонь проникает во все сферы, во все миры. Для огня не существует определенных преград в потусторонних мирах. Именно огнем призываются души, огнем изгоняется зло из дома, огнем очищали пороги, через огонь прыгали во времена языческих празднеств. У разных народов по-разному называется. Оставляя в огне все свои бедствия, женские болезни. Огонь может исцелить, огонь может испепелить. Огонь можно призвать, чтобы он сжег все бедствия, все болезни, которые в нас. Но огонь может испепелить и наших врагов, если мы призовем силу огня и попросим. Сегодня я хочу подарить вам начитку. Начитка – это когда нужно повторять, как скоропомощники, как мантру, как молитву, как обращение, частое обращение, скороговорка, то есть все время говорить, входить в некий такой транс, понимаете, такой своего подсознания, оголить это подсознание просто и войти в определенное состояние измененного сознания. И тогда то, что вы просите и хотите, будет услышано, энергия огня и исполнится. Это начитка от врагов. Когда у вас начинаются неприятности, трудности, знаете вы своих врагов в лицо или не знаете, судебные тяжбы идут у вас с этим врагом или нет, проведите этот ритуал. Если у вас есть фото врага, вы можете в конце сжечь его фото. Если нет, вы можете в конце назвать имена врагов, которых нужно наказывать. Если эти враги вам неизвестны, вы можете просто читать, и сила огня найдет их сам и накажет. Итак, 3 свечи. Читаем столько раз, пока у вас просто голова не закружится, пока внутри не станет так спокойно, умиротворенно, пока безразличие у вас не появится внутреннее. До этого времени читайте 6 раз, 13 раз, 20 раз, сколько нужно. И смотрите на огонь. О огонь, великий огонь, бери откуп свой. О ярый огонь, сожги моих врагов, а меня не тронь.
За причиненное зло требую расплаты. Сгорите дотла, мои супостаты. Свечи предо мной догорят до одной. Мне в исцеление, врагам за упокой. Ярая силой твоею огонь, накажи врагов, а меня не тронь. Восковые тела передам я земле. Пусть земля заберет, что гнездится во мне. Черную силой твоею огонь, испепели врагов, а меня не тронь. За черное зло, что наслано мне, я ярость огня верну им вдвойне. Их зло передам холодной земле, изыди и сгинь, что гнездится во мне. Заклято, заклято, заклято. Это очень сильно, поэтому осторожно пользуйтесь. Всем удачи!